Всем привет! Вы на канале Авточайники. Наши постоянные зрители знают, что мы делаем наш проект Lamborghini Urus Pickup. Если вы еще не наш постоянный зритель, подпишитесь на наш канал, чтобы знать все, что мы делаем. Если вас, конечно, интересует автомобильная тематика. Это детали, которые мы сделали для Lamborghini Urus Pickup с карбона. Здесь, как вы видите, кованый карбон, твил, чешуя дракона. Но этот карбон еще не лакирован, поэтому вид у него такой невзрачный. После того, как мы его покроем лаком, все изменится. Но это уже будет совсем другая история. Напомню, наш проект Lamborghini Urus Pickup подходит к концу. Мы уже практически все сделали. И скоро этот автомобиль выйдет на дороги общего пользования. Так что ставьте лайк этому видео, если вам нравятся такие интересные проекты. А сейчас мы вам расскажем совсем о другом. У нас новый проект. Это Mercedes 540K. Его не существует. Для нас специально сделали 3D модель, напечатали рендер, и мы решили создать этот автомобиль. В реальности этот автомобиль выглядит примерно так. Вернее, будет выглядеть. Сам 540 продали за 30 миллионов. Сколько этот автомобиль будет стоить, еще непонятно. Но мы его решили делать по уникальным технологиям. Во-первых, он будет карбоновый. А во-вторых, мы решили сделать лазерную гравировку. Что из этого получится, вы увидите совсем скоро. Этот проект мы сами не можем осилить. Мы Lamborghini Urus Pickup делали почти год. У нас все получилось так, как мы и хотели, но это заняло почти год. Сейчас мы делаем это все совместно с тюнинг-ателье Alexander. Это очень крутое тюнинг-ателье. Они занимаются очень хорошими вещами, но некоторые вещи мы делаем на стороне. И одна из этих вещей – это лазерная гравировка. Мы обратились к специалистам, которые решили сделать нам лазерную гравировку. Это часть руля. Она алюминиевая. Вернее, не полностью алюминиевая. Это пластик, сверху покрытый алюминием. Как сказали мастера, это довольно-таки легко. Очень быстро делается. Согласен, это очень быстро делается. Но мы немножко не учли. Вернее, не мы, а мастер. Он не учел одной вещи. Что если делать это все, нужно очень четко соблюдать температурный режим. Проходы, которые он делал, он немножко завысил температуру. И пластик, который находится под алюминием, начал немножко закипать, что привело до вспучивания в некоторых местах алюминия. Когда все это вырезалось, это не было видно. Это вы увидите немножко позже. Поэтому досмотрите ролик до конца, и вы увидите конечный результат. Если вы не видели, как делается лазерная гравировка, как раз увидите на нашем примере. Очень важно, чтобы лазерную гравировку на таких вещах делали не сразу, а после определенных экспериментов. Мы понадеялись, что люди знают, что делают, что люди делают это не первый раз, но немножко ошиблись. Поэтому, не будем забегать. Если вам интересна автомобильная тематика, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Если вам будет нетрудно, поставьте нашу ссылку у себя в соцсетях. Это может быть Facebook, это может быть Twitter. Если, опять же, вам не трудно. Если трудно, конечно, не ставьте. Кроме надписи Mercedes-Benz 540K и значка логотипа, также должно быть вырезано лазером и название нашего компаньона тюнинг-ателье Alexander. На самом деле, тюнинг-ателье специализируется на том, что делает очень уникальные вещи с карбона. Мы на самом деле сделали 156 элементов для нашего Lamborghini Urus Pickup, но это заняло у нас больше года. Согласен, мы сделали не только это, мы сделали также новый кузов
из стеклопластика, мы сделали много других вещей, мы напечатали этот кузов на 3D принтере, но Александр делает это гораздо быстрее и гораздо эффективнее. И сейчас вы увидите, как же выглядит их логотип. Логотип у них довольно-таки интересный, довольно-таки незамысловатый, но, как говорится, красивые вещи могут делать люди даже с таким логотипом. Сейчас, смотря на логотип Mercedes-Benz 540K, ничего не предвещает беды. Но пластик уже закипел и потихонечку начинает бурлить, и потихонечку поднимает алюминий. Ну а пока печатается Александр, мы наблюдаем завороженно за всем этим мероприятием, думаем, что все у нас получилось. Но после очередного прохода начинает закипать пластик. И в районе буквы А и Л начинают появляться маленькие пузыри. Но так как лазер вырезает и там довольно-таки светло, мы на этих этапах не увидели это все. И опять проходит лазер, вырезает все больше и больше, и пластик все больше и больше закипает. То, что получалось, нам очень понравилось. Я был с Максимом, мы наблюдали за всем этим, и мы довольно-таки в хорошем настроении. Получилось так, как именно мы хотели. Мы еще не видели ни вспененного пластика, ни вздувшегося алюминия. Это придет позже. И то, как мы попытаемся все это скрыть, и как это все получится или не получится, вы увидите все в конце. Ну а сейчас лазер вырезает. Вы видите в реальном времени, как это все происходит. Я специально не ускоряю съемку, потому что довольно-таки это быстро все, довольно-таки все четко. Оператор очень хорошо все это делает. Мы засняли, как оператор вырезает, просто нажимая клавиши, и каждая буковка вырезается отдельно. Это уже, как вы понимаете, третий проход. Уже явно видно буквы. Ну и с этим третьим проходом, скорее всего, погорячились температурой, которая и вызвала те проблемы, которые у нас получились дальше. Совсем скоро вы увидите большое видео о том, как мы создавали рендер, почему именно Mercedes 540K, как будет выглядеть этот автомобиль вживую, какой автомобиль мы взяли в качестве донора. Мы решили, что автомобиль строить с нуля будет бессмысленно, поэтому мы будем строить его на доноре. Очень долго совещавшись, мы решили разбить это на несколько этапов. Первый этап – это покупка донора. Второй этап – создание самого концепта. То есть, что мы будем делать, как мы будем делать и какие усилия мы будем прикладывать к этому. Следующий этап – это салон. По салону мы должны привести автомобиль в состояние футуристическое. То есть, этот концепт примерно 2030 года. То есть, как будет выглядеть автомобиль в 2030 году. То есть, мы должны поставить туда самую современную электронику, самую современную начинку, которую только можно достичь в этом году, чтобы этот автомобиль был еще несколько лет на самом пике. Мы поставим на наш автомобиль все возможные электронные начинки, которые мы только найдем. Ну и посмотрим, что с этого выйдет. Дальше. Мы должны убрать все пластиковые детали изнутри салона и сделать их карбоновыми. Это нужно для того, чтобы облегчить автомобиль. Так как наш донор тонну 780 килограмм весит, что это за донор, вы узнаете совсем скоро, посмотрев наше следующее большое видео. Поэтому нужно его облегчать. У нас двигатель Mercedes, все Mercedes, и мы будем делать все максимально, используя материалы и элементы Mercedes. Это нужно для того, чтобы как можно меньше проходить сертификации. Мы реально хотим этот автомобиль отвезти в Германию и показать на выставке,
что же мы можем сделать, если объединимся с такой большой компанией, с такой очень хорошим тюнинг-ателье, как Alexander. Но это все будет в следующих видео. Сейчас мы вернемся к нашему логотипу. Mercedes-Benz 540K готов, Alexander готов, и уже сейчас появляются первые пузыри, которые мы уже не знаем, чем скрывать. Сейчас вот дорезают букву А, и вот здесь появляются пузыри. Сейчас вы их можете увидеть в районе буквы А и Л, и в районе надписи 540. Что с этим делать, мы не знаем. Поэтому мы решили сделать самый простой вариант. Сделать это все под шлифованный алюминий и покрыть лаком. Попробуем так обойти эту ситуацию. Но скажу заранее, ничего у нас не получилось. Это те детали, которые у нас не получились. В прошлый раз мы убрали панель приборов с Lamborghini Urus Pickup и делали заразом наш руль. Это, кстати, напомню, это части руля, которые должны стоять на нашем автомобиле. Вы сейчас видите, что в районе 540 спучился алюминий. Винить за это оператора, ну, это такое дело. Мы должны были все это предусмотреть. Если мы это не смогли предусмотреть, ну, значит, это не совсем вина оператора. Будем что-то думать дальше. И пока мы в расстроенных чувствах, что делать дальше, решили пойти в другую сторону. Мы решили полностью сделать диски с шинами для нашего проекта Mercedes 540. Для этого мы купили диски. Эти диски необычные, они облегченные. Они нужны для того, чтобы, повторюсь, уменьшить вес. Так как у нас весь автомобиль на данном этапе весит 1780 тонн, мы хотим уменьшить порядка 300 килограмм. Казалось бы, сколько же можно уменьшить вес на дисках? Мы, во-первых, ставим больше диски, чем у нас стоят сейчас. Примерно на 1 дюйм. Также мы ставим очень хорошие шины. Нам удалось понизить вес, даже увеличив диаметр диска на 5 килограмм на каждом диске. Вернее, на каждом колесе. Это позволяет нам уменьшить это все. Ну, мы еще не знаем, сколько уменьшилось. Это мы потом узнаем, что 5 килограмм. Облегченный диск позволил нам уменьшить это все. Этот облегченный диск имеет сертификацию, имеет шина. Шины у нас Michelin. Очень высокоскоростные. В их характеристиках написано 306 километров. Не знаю, поедет ли наш Mercedes 306 километров, но это уже мы будем испытывать. Вот так вот у нас получились диски. Поставили, конечно же, ТМЦ, то есть проверку давления в шинах, температуры в шинах. И это все будет выводиться у нас на панели приборов. Панели приборов у нас будут мерседесовская, но переделанная, кастомная. Вы увидите это в наших следующих видео, как мы все это сделали, как мы это все подключили. А сейчас вот так вот выглядят наши диски. Как оно будет все стоять у нас на машине, вы совсем скоро увидите. А сейчас те проблемы, с которыми мы столкнулись. Вот та самая проблема, которая нам не дает покоя. Буква А, Л и в районе 540 тоже большие пузыри. Есть два варианта. Либо берем новую деталь, опять едем и делаем это все на лазере. Но это уже, я так думаю, будет неинтересно. Мы пойдем совсем другим путем. И чтобы узнать, что мы сделали, вам нужно будет все-таки подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, нажать колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео и узнать, как выехал наш Lamborghini Urus Pickup и что будет с новым проектом Мерседеса.